Ух ты. Сейчас фокус проебал. Все. Всем привет, дорогие подписчики, с вами команда UNIO Production, и сегодня мы с вами будем смотреть такую трансляцию, достаточно интересную лично для меня. Это трансляцию... Поймать фокус. Вот, это будет трансляция у нас по Overwatch 2. Как вы уже знаете, именно на трансляции Microsoft анонсировали то, что это будет трансляция... Ой, трансляция, я говорю. О, боже мой. Так. В общем, давайте сразу переходим к делу, тут прям. Как вы знаете уже, что они перенесли уже игру на новый движок. Поэтому, типа, графика чуть-чуть по-другому будет выглядеть. Сейчас я водички возьму. Новая эра. Надеемся, что это... Ой, бьёшь. Ну, персонаж, если честно, они как-то очень плохо презентовали, на мой взгляд. На презентации Microsoft как-то выглядит странно. У Бастиона, как вы видите, теперь ульта — это превращение в турельку, но он может в этот момент двигаться. Во всяком случае, еще то, что интересно узнать. Вообще, самое главное, ради чего я вообще лично хочу это посмотреть, это за то, чтобы именно рассказали уже про PVE миссии. Но это мы уже с вами мы видели. Что-то потише или погромче. Потому что у меня типа в ушах орет прям очень громко. Таран самый топовый вообще в любых роликах. А, это у этого пинок. Я что-то забыл про Дзиньету. Благо. Hello everyone, I am Zoe Schwind, and earlier this week the community was treated to some massive news regarding Overwatch 2. Of course, the biggest announcement by far was the news that Overwatch 2 will arrive on October the 4th. Ну да, то, что она говорит, самая большая новость это то, что Overwatch выйдет 4 октября в этом году, и то, что он будет free-to-play. Мне интересно, вот именно каким образом они решились на free-to-play, и что же будет именно тем самым двигателем игры, который будет приносить им деньги. Of the new cinematic, The Wastelander, which was teased just a few days ago. So with that, let's get into it. Ну, короче, она сейчас типа в Campus Blizzard нас приведет и расскажет именно то, что происходит за сценой, так сказать, всех этих анонсов. Ну, будет интересно узнать. Но, во всяком случае, опять же таки, ни слова про PVE. Так, гейм-директор Келлер и продакшн-директор. Yes, как me вы? too. So excited to be talking about this. And I'm so excited to have you both here. Now, there was a ton of news which dropped over the weekend, and the community has been buzzing. And I'm excited to be able to sit Особенно комьюнити охренело от того, что владельцы Overwatch оригинального получат сет клоуна. Had to be the news that Overwatch 2 is releasing on October 4th as a free-to-play live service. That's incredible, and that must be very, very exciting for you and your team. Yeah, Overwatch 2, it's been a labor of love for our team. We're all dedicated to creating a game that our community will enjoy for years to come. We also want players to feel like there was always something new for them to play or experience in the game. These goals really led us down the path of developing Overwatch 2 as an always-on living game. One that continues to evolve and expand through seasonal content drops and Пересмотр ПВП, 9 недель сезон. Но 9 недель сезон, по-моему, у них он был и оригинальным, когда именно... Нет, раньше же... 3 месяца же раньше, да, было? Вот именно до того, как они начали каждый месяц сбрасывать сезоны. Я просто не помню, вот именно когда вот я играл достаточно плотно, это был, по-моему, 3 месяца был сезон. We could deliver new heroes, new maps,
modes, and more to the community on a frequent. Они называют new modes, ощущение такое, как будто вот это вот, типа, толкание тележки, это прям сверх какой-то оригинальный, сверхоригинальный мод. We feel like we have the right approach to be able to deliver that for them well into the future. Мародер, плохие вести, в смысле, всем привет, лайк поставил. Здорово, Андрюха, здорово. Добро пожаловать на стримчик, спасибо большое за лайк. Ой, кстати, вот мне вот что тоже вот интересно, а получается, Overwatch 1-то исчезнет, или Overwatch 2, потому что он сейчас сказал, transition будет, то есть перенос. Well, that all sounds amazing, and it's so much of it too. And now, I am sure everyone at home wants to hear more details. Of course, I'd be happy to share a look at the road ahead. Our journey is going to begin on October 4th, when Overwatch 2 releases free to play. 3 новых героя, 6 новых карты. 6 new maps, a brand new mode, and more. The new heroes include Sojourn. Кстати, вот мне вот интересно, 3 новых персонажа. Вот я вот это раз персонаж, вот это второе. Ну вот, какой-то еще третий персонаж будет хотя бы. Our new PvP mode called Push will challenge teams in new and exciting ways. Players will also be able to unlock new cosmetic items through the in-game store and battle pass. Интерфейс такой себе, если честно. Может будет как с батлой. Я не знаю, будет, Андрей, как это будет как с батлой или нет. Пока это, знаешь, чисто вот как большое обновление для первой части выглядит. Ну, хотя бы там 4 персонажа новых будут. Скины это волшебно, это замечательно. Скины, только ради них и играем. Почему 3 недели? Откуда вообще это взялось? Почему не 3 месяца хотя бы? 12 было бы логично, типа, как... И, по-моему, раньше вот было то, что ты сезон заканчиваешь, там было какое-то событие, то ли там Хэллоуин, или какое-нибудь там холодрыжество, условно говоря. I know we've seen more and more games shift towards that free-to-play model in recent years, and it really does seem like players have taken a liking to it, especially shooter fans. Did that have an impact on deciding to make Overwatch 2 go free-to-play? Honestly, not really. For us, free-to-play games offer a lot of advantages. From the very start, Overwatch was designed to be. Ну, они сейчас типа говорят то, что вот выйдет большое количество именно бесплатных шутеров, да вообще, в принципе, их очень много. И именно из-за этого Overwatch 2 стал бесплатным. It requires a lot of teamwork. We also see that outside of our game, within our community, with fan art, cosplay, and the Overwatch League. We know our fans are having the most fun when they're playing with their friends or meeting new ones. The move to free-to-play makes it easy for everyone to just drop in, play the game, join the community, whether they own Overwatch 1 or not. And with Overwatch 2 crossplay enabled, people can play together no matter what platform they prefer to play on. It's always been for inclusivity and кросс-платформа еще, то ты в теории можешь играть с челиком, который играет на приставке, или против реально человека, который играет на приставке. Это во что вообще Overwatch превратится? And we feel like we have an incredible opportunity with Overwatch 2 to really embrace it. I can't wait. Вот это я вообще сейчас не понял. Incredible journey will begin for all of us. Now that we have a better understanding of what's to come, I'd love to dive a little deeper, starting with Overwatch 2's new approach to PvP. Can you maybe elaborate and explain a little more? Sure. PvP has always been at the heart of the Overwatch experience, and we've made some tweaks to it over the years, but Overwatch 2 really gave us the opportunity to put the mode under a microscope. And we really wanted players to feel that they had такая очень популярная штука. And we've made significant fundamental changes that we just couldn't do in the current live game. This was a foundational shift that changed everything. Heroes, maps, and more. So we had to reevaluate every aspect of PvP. Давайте поговорим о деталях. Говорит не о деталях, говорит о том, что вот именно вот, ребята, все будет красиво, дичайше, звонко и по красоте. Не, баланс какой-то там, изменение персонажей, то есть именно.
It's first and foremost a really special game. The way we portray a bright future, everyone on the team is really proud of it. Дэд, игра-то выглядит красиво относительно. PvP experience. We're transforming from a 6v6 to a 5v5. Changed a lot of how we design heroes and Да ладно! we had to go back Они... look at all the heroes and all the tanks especially. Кстати, а как тогда это сделать командам, у которых 6 игроков? Они же реально сделали 5 на 5, получается. Этого я не знал. Obviously maintain the original character's identity and overall silhouette, colors, statements, but also kind of bring something a little bit new. То есть, серьезно, теперь у Overwatch даже не 6 на 6, а 5 на 5 будет, фига себе. As fast as our design team sees that there's an issue. Jeff Goodman and the rest of the hero design team have been loving all the feedback coming in. They have Извиняюсь, но они так говорят про дизайн, ну типа, а дизайн-то и не изменился, он по факту они просто контрастность такие на максимум повысили. Looking at how many barriers are in place, you think about Overwatch, you think of these really protective shields. But we're looking at it from the perspective of, you know, what if she didn't have that? What would that even look like? We're just always looking for great opportunities to change for the better. Нет, но Ориса мне нравится, как она, если вот она реально там будет обладать хоть каким-то уроном больше. I think we've done a lot of great changes, especially for PvP. A lot of our old stuff just looks gorgeous. Так если эти changes, почему эти changes-то не сделать именно просто в оригинальной игре? Чем она особо-то отличается-то? A little bit more. We also added some options with like daytime, nighttime. I think all of the Overwatch 2 maps are custom recorded in the actual place. We've hired a field recordist to actually go capture ambience of the real world location. We realize it's a subtle detail, Кстати, они на улицу уходили, чтобы записать шум толпы. We have done a pass playing all the old maps in 5v5 and adjusting things for that kind of setup, whether it's moving cover around just a little bit or... Вообще, вот это вот муву с 5 на 5 не понимаю. Feedback, so we're going to improve each map based on what the players have been saying. We've been working on these for a little while now, and we're really excited about it. We were really happy with the positive feedback once people were able to play it, and I think it was an important milestone for us to get it in players' hands. Все-таки вот, мне кажется, старый интерфейс получше будет, не знаю. Ну, конечно, новое, конечно, сложно принимать, но... And we really didn't think we were providing enough tools and measures to actually help players out if they did want to improve. We're reworking our scoreboard to provide more information to players as they're... Вот, кстати, главное изменение, то, что они наконец добавили, это то, что теперь все видят, сколько кто урон нанес. After action report. So you can look at the report while you're in queue. You can actually go into your history section and look. Вот это правильно, вот это правильно, потому что вот, типа то, что ты не можешь посмотреть вообще историю игры своей, то есть нормальную статистику. You know, community team, like streamers, influencers. We've also been getting a lot of feedback from Overwatch League players. Интерфейс из Destiny 2. Ну, блин, хрен его знает. Of progression. So one of the other changes we're making alongside that is not making your skill rating quite so granular. Right now, it's a very hard number. Instead of a numeric skill rating, we're adding these skill tiers. А когда рейтинг был не типа... Когда рейтинг был вообще на изи, можно было рейтинг брать. Not just that good of an Overwatch player, but they've earned it. То есть, по-моему, любой рейтинг в любой игре, это, в принципе, какой-то, но показатель того, как хорошо ты в игру ты играешь. Overwatch 2 is it has this new push game mode and maps along with it. Push is a PvP game mode on several different new maps. We've been playing it in the beta, and we've actually been using it in Overwatch League as well. And once we started playtesting it, it was kind of an instant hit. There's a level, it has one path. Я просто не совсем понимаю, что конкретно, но... Is TS1. And he's this lovable robot with a pair of barricades next to him. And the players are essentially fighting for control. And if they take control by taking out the other enemy team, TS1 will move a barricade towards the enemy base. To win, you either get that barricade all the way to the enemy base, or after a certain amount of time, did you move your barricade farther than the enemy team did? It's a very fair game mode. I think the maps are great. Provides for a lot of different... Ну, типа, я как понял, режим заключается в том, что ты тащишь по базе противника вот эту турель, вот эту вот фигню, и побеждает тот, кто дотащил до конца, или тот, кто дотащил дальше по вражеской базе. Ну, чем это от толкания телеги отличается?
Нет, графика стала лучше, более красочной. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что именно она не стала тем скачком, который позволил бы назвать ее Overwatch 2. Dota 2 тоже, по-моему, с Source 1 на Source 2 переходил, но это не значит, что это Dota 3 была. We realized that people listen to Overwatch in all types of different places, so now we support home theater, Dolby Atmos in the game. Now consoles offer all kinds of new things too, like 3D audio that we're supporting. There's new voice lines, new conversations between all of the favorite heroes, and we have so many. There'll be more that'll just come to the game over time. Вот это... Они под эпичную музыку пытаются оправдать то, что это Overwatch 2, а не Overwatch дополнение. The reality is that Overwatch scales even beyond that, all the way up to giant sports arenas for our Overwatch finals. Everything you like about Overwatch, you're going to get that in Overwatch 2, but even more. You know, we're really listening to that feedback. A lot of it we felt like, man, we really... Если бы реально вот слушали фидбэк, вы бы сделали, оставили бы Overwatch, просто его бы развивали. Это только начало, ребят. I mean, just amazing work by the entire team, and I personally can't wait to finally get my hands on the full PvP experience when Overwatch 2 goes live this October. And October is just the start. As Paul mentioned earlier, Overwatch 2 will continue to evolve and grow over time. But what does that mean for us, the players? Well, I went behind the scenes to talk with the team working on new seasonal content and find out more. So let's take a closer look. Seasonal content, это что, сейчас Battle Pass'ик будут? Post-launch. Battle Pass'ы, точно, я же забыл, что я спросил, да, как они деньги-то зарабатывают будут. Сейчас Battle Pass'ы же будут. Amazing, да. With the new seasonal model, we'll be able to drop a ton of content in very frequently as we're updating the game through these big seasonal. Понимаешь, просто вот мне больше вот реально жалко людей, которые, ну, горят, возможно, для действительно своей работы. Но вот, блядь, из-за маркетологов, которые сказали, что это будет вторая часть, это будет круче. We have so much that we want to do in Overwatch to develop this game. Да не, они говорят то же самое, то, что вот мы типа сделали, добавим много новых фишек, типа разговоры между персонажами. Вот. Мы работаем над новым сезонным контентом, чтобы вот делать регулярный контент. Они же типа сказали, что сезон теперь будет 9 недель. With all the new content and events coming in, it's even more important to just make sure that everybody knows what's coming. And along with the free-to-play change, we're doing away with loot boxes entirely. We have a new Battle Pass model coming in, and Battle Pass, уже все понятно. Interact with the game and how they acquire new content. Понятно, что это будет. So many things over the past couple years. I'm most excited for folks to see some of the new heroes that we've been kind of cooking up. It's a bunch of different reasons why we choose to make a hero. We're trying to follow the narrative, pick the hero that makes sense, or do we need to create a hero that answers this meta, counters a certain типа мы очень потратили много сил на создание именно персонажей, чтобы ввести их в сюжет. Just the first couple of seasons, and we're still working on new characters for a year and a half down the line as well. There's characters that folks have already seen glimpses of in the story, and there's also characters that you've never seen before, never heard about. We were looking at making sure the new heroes fit within this new, very fast-paced paradigm and less shields and crowd control. You can see a lot of that reflected in teamplay moments, but with ну, типа то, что мы не хотели добавлять процессировавших балансных персонажей, у которых было там много щитов, контроля и всякого такого. The sci-fi, the futuristic feeling of maps. Ну, конечно, вот мы хотели добавить на карты sci-fi ощущение того, что именно картинка должна быть отображать именно это самое время. Coming up next is Rio. Rio, new PvP map. Pretty sure everybody's gonna love that one as well. It's a great map. It's close to the team. Many people on the team are from Brazil, so it was kind of fun to inject the culture, the colors. Ну, это прям Рио. Я, правда, в Рио не был, поэтому поверим. Бразильская команда над ним работала. Ну, Рио, Португалия. Что им мешало добавлять персонажей без перерыва на 2-3 года? Полностью с тобой согласен. Полностью с тобой согласен. Вот честно, я, ну, типа, понятное дело, что я тут как будто, знаешь, такой ЧСВ-шный мудак сижу, но, типа, на самом деле, ну, мне людей жалко по той лишь причине, что они забросили первую часть на 2-3 года, и за 2-3 года они такие выходят и говорят, ну, вот, типа, сезоны вот на 9 недель делаем, входим в Battle Pass, игра будет бесплатная. И вот, типа, вот, они просто взяли
они огромное количество фишек из ходца, который у них же был типа с баннерами, с эмоциями, вот со всей этой фигней, они сейчас опять тоже все это добавляют, чтобы еще вот с чего-то еще деньги зарабатывать. Ну все, вот они над Гензи поработали, новый сезон, видите? Amazing skins. Понимаете, вы как игроки, вы должны, короче, себя олицетворять, понимаете, в игре. Вы должны себя выражать в игре. Именно шмотками. Игрой своей вы никого не должны вдохновлять, то есть побеждать, играть хорошо. Вот, в принципе, только шмотками. Battle Pass как будто их изобретение. So the game is going to feel fresh just all the time. There's always going to be something for you to do. А игра будет ощущаться свежей. Так игра какая будет? Первый Overwatch будет освежен, получается. It is going to be a growing and evolving game. There's so much for us to explore as we move forward. Get ready. It's going to be really exciting, really fun. With both PvP and PVE, there's going PVE, вот PVE, вот, да, PVE контент, вот именно, можете, пожалуйста, вот об этом? Потому что пока вот 3 сезона, то, что они сказали, пока там вообще ноль информации про PVE. Про PVE контент вообще пока еще слова не было, зато про Battle Pass сказали. I mean, it's so great to see how much thought and care your team is pouring into really elevating the game through post-launch season. Кстати, говорят, тут команда такая молодец. А это вот все люди, которые работали над второй Overwatch. Их человек 10 было, поэтому они 3 года все это делали. Не, если так, то, конечно, тогда понятно все. We're all so invested in the world of Overwatch and the heroes that live in it. And through the years, we've developed cinematics, animated shorts, and graphic novels for our players. Да, когда вы последний, он говорит, что вот мы типа разрабатывали синематики, графические новеллы. Когда вы последний раз их делали? So we are planning to expand the Overwatch universe through these seasons that we just described, and we will start delivering this PVE gameplay in 2023. PVE will be delivered through the live service, and that means we'll be able to. Короче, PVE они добавят только в 2023 году. More opportunities to experience our heroes. Here's a sneak peek at what we're working on. То есть за все это время goal for PVE in Overwatch 2 is to basically move the overall story of Overwatch forward. We've told a lot of short stories along the way. There are a lot of to be continues. It's time for us to. Ну, говорит то, что вот очень много различных коротких историй, очень много именно сюжета, который типа а-ля to be continued будет. И типа это добавит именно лору. В нуль-секторе мы будем сражаться. Нет, но это уже хоть что-то. But they need help with some of the younger generation, like то есть все старички возвращаются, все оригинальные ребята из Overwatch возвращаются, но им нужна помощь молодого поколения. О, Турбьерн нормально. А можно такую турель тоже в игре добавлять? Wow, this is incredible. It's so great to get that first sneak peek. So thank you so much for Хотя, sharing that. честно, я пока вижу только то, что PvE это будет просто Left 4 Dead. То есть, серьезно, вот это просто будет Left 4 Dead такой, знаете. And we're so excited for you all to be able to see everything that we want to show you. And we really cannot wait for October 4th, when we're all playing this. Да, мы тоже все ждем 4 октября. Now, we'll also take a deeper look at a brand new hero. That's right, Junker Queen, who will be playable for the first time during the beta later this month already. Now, короче, вот это вот новый персонаж, который вот добавили, Джанкер Квин, именно она уже будет доступна в конце, ну, в конце этого месяца на бете уже будет доступна. Best of luck to you and of course your entire team as you gear up for that launch. Let's take a look. Короче, вам удачи, вашей команде, все, вы молодцы, большие красавчики. 1, 2, 3, 4.
Ну вот какую-то еще графическую новеллу все-таки решили нам дать. Мэд Макс пошел. Я прям чувствую, как меня уже залетает бан. Кто-то Мэд Макс пересмотрел. Как раз тоже. Мэд Макс же в Австралии, да, снимали? И Почемари-то за что? Я не знаю, почему я его и Почемари называю, хотя он Почемари правильно называется. По-моему, и графические новеллы раньше тоже были лучшие. Здесь даже сюжета как такового нету, она просто вот под музыку, чисто клипчик такой. Ну что-то они вообще обленились. Графическая новелла, которая как бы сюжет должна была раскрывать, просто показывает нам... Вот у меня, вот как у этого мужчины-азиата, у меня вот именно выражение лица сейчас именно такое после просмотра. Бен Дай, тебе респект, но... Бен Дай, респект. An army to create a game. I mean, the effort is clearly paying off. That short was just so much fun to watch. Now, it's been such an exciting week for everyone watching. Это вот она, короче, писала сюжет, чтобы вы понимали, для Overwatch. Can you tell me a little bit more about what we can expect to see in this beta? The biggest thing is open to console players this time. We're gonna add a new map, Rio. Junker Queen will be playable finally. Ну, короче, на бете для консольщиков им добавят новую вот эту Джанкер Квин, новую карту добавят. Как все наиграно. Да нет, ну, понимаешь, вопрос-то, ну, это вообще у них в культуре именно в плане фейк-позитив, то есть ты должен постоянно быть счастливым и все такое. Тем более, что они, опять же, продают новую игру, им приходится тоже как бы показывать то, что они все такие счастливые. Да, что же ее делает тут такой уникальной? So Junker Queen is interesting. Usually when we start a character, we do a bunch of drawings and we have a little story. But she was kind of born out of the Junkertown map. Она родилась в Джанкертауне, которая ассоциируется с Джанкратом и Ротхогом. Но их вытолкнули, ну, их выпнули из города, но это мы с вами видели. Decree that you can see in the level, and then over time it kind of developed that it was a queen. During the short, we actually. Ну типа и их как раз таки вытолкнула эта королева. She's really strong, so she's very recognizable. Она очень сильная. Прям. Is very interesting. So some of that potentially can bounce off what the game design would be. It's great to hear that it's just such a collaboration with the Overwatch team. Yeah, this is the fun part about working together. The Overwatch universe, it's filled with memorable heroes, and as you say yourself, Ben, it does take a village of dedicated developers to really bring each one of those to life, but in a meaningful way. So let's take a deeper look at the making of Junker Queen. Так, и как же, давайте посмотрим более глубоко, как они ее делали. Она танк. Она агрессивный танк. Она не такой, как Райнхард, который должен стоять и защищать свою команду. Она именно вылетает в толпу и всех разносит. Короче, как для понимания, это вот челик, который будут сейчас пикать абсолютно все на танковую позицию словами «ну я же танк» и все. Она может кидать свой вот этот нож. То есть она типа притягивает. Короче, Ротхог номер 2. Рампажечка. And it whirls around her, and then she dashes forward, and you try to go through as many enemies as possible and tag them all up.
That also wounds everybody, which is really important because it's very easy to hit with this large area effect, so it heals you for a lot. But also, it creates a debuff on the enemies that reduces the healing that they receive. А, то есть она дебафает, короче, она дебафует игроков на получение хила. Короче, когда вот она так вот пролетает, она уменьшает хил противников. She pulls it out, and there's a big screech on the guitar strings, and she pulls it forward. We have a wonderful actor named Leah, who we found after a huge global search trying to find the right voice for her. Here I am. It's really amazing when the right actor matches. По всему миру искали голос для этого персонажа. I think players are gonna love her. She's scary. She's awesome. She's a departure from any other hero that we Игроки ее полюбят, потому что она ужасная, сильная. It's just been so much fun to work on, and I'm just so glad to get her in people's hands finally. Нет, я понимаю это по-другому. Да, это очень крутой персонаж, но считайте, что это просто дамагер будет. Junker Queen's pretty interesting because there have been previous rulers of Junkertown. Junker Queen was not always the queen. And the old rulers of Junkertown have always been kind of content to just, you know, lord over the city. But Junker Queen, she has a very big axe and big ideas to go along with it. What did you aim to achieve when developing Junker Queen? We want to tell deeper stories for our heroes, have heroes that are connected to the world of the game. Ну, они хотят, чтобы более глубоко объяснить лор игры с добавлением новых персонажей. Как же ее ну, типа ее способности сделать ее способной, успешной. Knowing she's the only tank on the team. What abilities that will help bolster the team. She has this commanding shout. It boosts. Тем более, что да, он сейчас правильно сказал, потому что раньше хотя бы 6 на 6 было, а теперь это 5 на 5. She does the shout. All the players hear it. They move forward. She has a bunch of weapons, you know. Я предпочту, что передо мной Рейнхард стоял со щитом, чем вот какая-то дура влетала бы вперед с криком кия и ударом ноги. Her ultimate, basically, it shoots you forward and you do this whirlwind with her axe that it does like a big anthem on everybody around you. So she's very aggressive and people are going to have a ton of fun playing it. Are there any particular Веселье это, конечно, будет в игре за нее. По команде, именно в плане тактики, я не думаю, что будет весело. Nice flank routes allow her to get in closer to the enemy and then start to do what she does best is reckoning. Он сейчас заплачет, как будто, как мне его жалко. With excitement. Его жалко. Хороший мужик. The Wastelander, which we're going to premiere here in just a few moments. But before we do, Ben, can you tell us a little bit more about it? I remember in the very beginning of our story room jam sections, there's talk about what type of story we want to tell, right? Should we include то, что с помощью этих роликов мы хотим именно рассказать сюжет именно Джанкертауна, как типа... Exactly, on our main character. It's a character reveal. It's potentially a sort of a revenge origin story, you know. Actually give a little bit more lore into Junkertown, how she become the больше лора по Джанкертауна. Being governed, you know, prior to she become the queen. Мне кажется, типа общество решило то, что она достойна быть королевой. It really shines through. I want to thank all three of you for taking the time to sit down with me today and sharing all of this amazing information. Спасибо большое, что сегодня со мной все сидели и поделились этой огромным количеством новой информации. So am I, waiting to see it. So let's take a look at the world premiere of the Overwatch 2's new cinematic, The Wastelander, featuring the latest hero, Junker Queen. Новая мировая премьера именно синематика про Джанкер Квин. Ну, хоть что-то, может, именно увидим новое. Никаких правил. А, то есть их типа выгнали из города? Я понял. Что, у меня не могут быть плохой сон, плохого сна. Чисто, ребят, Rage 2. Смотрите Rage 2 игру. У нас, правда, на нее обзора нету, но вот это чисто Rage 2. И Mad Max.
Но цветовая гамма именно на Rage 2. Но пока это мы все у Microsoft видели. Король. Джанкер Кинг. Ну, типа, он ни разу не проигрывал, он 30 лет правил. Но до сегодняшнего дня. Вот эта бабка мощная, явно. Я действительно думаю, что это будет честный бой. А, ну, видимо, на Xbox, когда это презентовали, там все-таки обрезанная версия была. А, то есть они оба дерутся с ней. Я понял. Ну, погнали. Бам. То есть сама эта бабка не знает, как у нее способности работают. Бам. Ты знаешь, как драться грязно. Какая щедрая-то, топором-то не разрубила. Ну давай, большой мальчик. Сейчас она притянет. Чё ты улыбаешься, сучка? А, то есть у нее хоть какой-то щит-то будет. Все-таки я не совсем правильно понял. То есть она какую-то металлическую хрень все притягивает, чтобы защититься. Но я-то, во всяком случае, не стреляй своим друзьям в спину. Бам. Пустынники, вперед! Просто умри! Ой, это уже прием гороша пошел. Это прям горош уже начинается. Я король. Короли не правят вечно, сын мой. Не на... Я типа, да, побеждаю всех, но не на этой арене. О, магнетизм ей вырубил. О, это ж красавчик был. Ну, хоть что-то родное показали. Неужели это большой магнит? То есть она его защитила? Какая она все-таки молодец, она защитила его. Сейчас бабка защитит ее. Спорим? Все, бабка такая. Ха! Тупо соло! Бам! Бабка затащила. Ты дура. И Разенган, Чидори.
Розенгам победил. Стихия ветра. Какая она благородная. Но почему-то не было милости к моей семье 30 лет назад. Пошел вон из моего города. А, ты... Красавчик. Yeah. О, она с тараном затусила. Нормально. Вот они, изменения в Джанкертауне. Ее-то приходом. Ну, скажу так, хотя бы лучше, чем было на Xbox, но это даже не дотягивает до уровня нормальных, как бы, синематиков в плане именно хоть какого-то сюжета, лора. Лично на мой взгляд. Хороший синематик, но это не уровень Overwatch старого, во всяком случае. Ну, хотя бы бутылку воды дали ему. Могли бы не давать. That about wraps things up for today here at Blizzard. I want to thank each and every one of you for tuning in, and make sure to follow Play Overwatch on social for all the latest Ну, в общем, news это уже and конец. announcements about Overwatch 2. And I can't wait to see you all in game. Да, она не может дождаться до того момента, когда мы уже все пойдем играть в Overwatch 2. Ну, это уже просто начинается повторение того, что уже как бы было сказано. Давайте подведем краткие итоги. Краткие итоги давайте подведем. В принципе, прикольно. Хотя бы сказали, хоть парой слов обмолвились, что PVE они все-таки не забросили и будут делать его в 2023 году. Не на выходе он будет. Поняли то, что есть, скорее всего, система монетизации будет зависеть уже от батл пассов. Сезоны будут длиться 9 недель. Про новый мод, это, ну, типа, вообще непонятно нахрена было говорить, потому что это, по-моему, это обычно тот же самый мод с перетаскиванием тележки. Также сказали то, что будет третий все-таки персонаж на старте, то есть они его анонсируют в следующем месяце, я как понял. То есть вот Джанкер Квин это второй персонаж, первый это вот этот персонаж а-ля Солдат 76, и вот третий персонаж будет именно персонаж саппорта, который будет уже доступен тоже на старте. Также мы с вами прекрасно поняли то, что система монетизации, которая будет работать, ну, помимо Battle Pass, это то, что они добавили новые, получается, всякие приколюхи в плане кастомизации вас, огромное количество новых скинов и новых вот разных типа баннеров и всего того, чем вряд ли вы будете пользоваться, потому что, например, в Хотсе то же самое у них используется, но в Хотсе это, ну, на мой взгляд, вообще не популярно было. И что у нас по итогу остается? По итогу ничего прям сверхъестественного такого сказать тут нельзя. То есть сказали то, что в декабре будет еще один персонаж-танк, и то, что в 2023 году они будут добавлять еще новых персонажей. Я, если честно, так, ну, на мой взгляд, я так и не услышал ответа на вопрос, почему это называется второй частью. Вот правда. Это просто улучшенная первая часть, где добавили баланс, ну, типа, изменили немножко баланс классов, изменили некоторые ультимейты, кому-то что-то прибавили, кому-то что-то убавили. Но по факту это действительно просто все то же самое, что было в Overwatch 1. В плане графическом добавили чуть детализации, красочность выкрутили на максимум с насыщенностью. В этом плане только изменения. И ну и то, что вот я не знал, это изменение количества игроков теперь будет не 6 на 6, а 5 на 5. Я не совсем понимаю, как это у них в Overwatch лиге типа будет работать, если раньше команды были 6 на 6, и типа вот контракты все было подписано, да, 6 игроками, то как сейчас будет это 5 на 5 реализовано. Ну, меня это особо не волнует. Ну и то, что вот Джанкер Квин, мы узнали, что это будет танк с очень агрессивным плейстайлом. И по факту она не будет, типа, как Рейнхард вас защищать. И чаще всего, видимо, игрок, который будет на нем играть, он будет занимать слот
танка хотя бы будете рассчитывать на то, что вас кто-то будет защищать. Нет, это уже будет ваша задача, потому что у вас челик пикнут Джанкер Квин. Думаю, что это рано или поздно как-то ее заребалансят и сделают так, что она хотя бы больше похожа на танк, либо добавят ее в дамаге. Но второй ей подходит больше, чем эти наши ролики. Смотрите, ну, трансляции уже все закончились. Я думаю, что к воскресенью сделаю ролик именно топ-10 игр, которые надо добавить в виш-лист после этого E3. Ну, может быть, я там еще присуждаю на тему того, что наша индустрия игровая почему-то медленно, но верно идет ко дну. На мой сугубо личный взгляд.